Всем привет! 26 января компания Redmi наконец-то представила долгожданные смартфоны серии Note 11 для глобального рынка. Но это еще не все. Дело в том, что 9 февраля дебютирует еще один интересный смартфон под названием Redmi Note 11s. Стоит отметить, что компания создала специальную тизерную страницу на сайте mi.com, на которой мы будем получать постепенно характеристики многих устройств. И это, честно говоря, заслуживает внимания. На официальном тизере можно рассмотреть дизайн устройства. Смартфон, что немаловажно, получит плоскую рамку по периметру и прямоугольный модуль камеры с 4 датчиками, а также светодиодную вспышку. А также уже сейчас известны практически все технические характеристики смартфона Redmi Note 11s. И они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки его — это AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, однокристальная система от компании MediaTek, а именно Helio G96, основная камера на 108 мегапикселей, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, Android 12 с интерфейсом MIUI 13 из коробки и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Redmi Note 11s получит экран AMOLED диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD плюс кадровой частотой 90 Гц. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму на 32% больше физического предела жидкой кристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое. По слухам, смартфон Redmi Note 11s будет оснащен однокристальной системой от компании MediaTek, а именно Helio G96. Напоминаю, это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 16 июня 2021 года. Изготавливается по 12-нанометровому техпроцессору. Да, вам не послышалось, 12. Он имеет два ядра Cortex A76 на 2,0 и 6 ядер Cortex A55 на 2,0 ГГц. Также платформа получила технологию MediaTek Hyper Engine 2.0 Lite, конечно же, для ускорения игр. В качестве графического процессора выступает Mali G57MC2. Ну а теперь о самом главном. На что обращает внимание каждый пользователь. Это, конечно же, цена. Смартфон Redmi Note 11s будет доступен всего за 250 евро за модификацию 464. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые есть сейчас на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. Redmi Note 11s стоит 250 евро, это плюс-минус 22 тысячи рублей. Возьмем до 25. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта своей памяти. 17 моделей. Это Samsung Galaxy A32, Apple iPhone XS, Poco M3 Pro, Poco M4, Samsung Galaxy A51 и, конечно же, Google Pixel 3. И так далее, можно сказать, уже такие второсортные смартфоны пошли. На мой взгляд, конечно же, основной конкурент Redmi Note 11s это Poco M4 Pro 5G. Как вы видите, минимальная стоимость данного смартфона почти 16 тысяч рублей. Максимально 21 тысяча. И вы спросите, ого, какая-то большая разбежка. Но благо e-каталог собрал всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И вы можете выбрать того продавца, который сейчас вам предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. А если вдруг у вас остались вопросы, задаем их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. По предварительным данным, Note 11s получит основную камеру со 108 мегапиксельным датчиком изображения Samsung
HM2. Напоминаю, это третий 108-мегапиксельный датчик изображения от Samsung после HMX и HM1. Он примерно на 15% меньше, чем предшественники, и позволяет уменьшить высоту модуля камеры на 10%, что является большим плюсом. HM2 получил технологию Super PD, более быстрый и эффективный автофокус на базе фазового детектирования. Поддерживает запись видео 4К при 120 кадров в секунду. Также смартфон может похвастаться отличным 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком Sony IMX355 и 2-мегапиксельным макросенсором OV2A OmniVision и датчиком глубины, то есть достаточно неплохой набор. На передней панели устройства расположена 13-мегапиксельная селфи-камера. Note 11s получит три конфигурации: 664, 6128 и 8128 гигабайт памяти. В качестве операционной системы выступит Android 12. Основные фишки оболочки — это полностью переработанный механизм системных эффектов, система жестов целиком позаимствована из голого Android 10, доработанный нелинейный темный режим для любого софта, уникальный комплект супер обоев с реалистичными планетами, отдельный меню для быстрых переключений и обновлений и многое другое. А вот емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Упоминается поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Стоит отметить, что зарядка на 56% компактнее обычного зарядного блока той же мощности. По данным создателей, такой блок способен зарядить Redmi K30 Extreme Edition целиком за 58 минут, а iPhone 12 на 60% за всего лишь полчаса. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Redmi удивляет простых пользователей, а также своих фанатов. И мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Вы должны понимать, что это, можно сказать, народный смартфон. Всегда компания Redmi выпускала очень бюджетные смартфоны, но они могли похвастаться очень хорошими техническими характеристиками. На мой взгляд, данный смартфон действительно заслуживает внимания. Самое первое, что стоит отметить, что Note 11s получит процессор от компании MediaTek. Да, не Snapdragon 888, не Snapdragon 8 Gen 1 и так далее, а именно от компании MediaTek. Почему это так, важно, по крайней мере? Потому что, как мы знаем, процессоры от компании Qualcomm сейчас очень-очень нагреваются. То есть это очень большая проблема. Чтобы поставить в данный смартфон, например, даже уже, можно сказать, устарелый процессор 888 от компании Qualcomm, нужно делать очень хорошую систему охлаждения, а это большие затраты и так далее. Для чего? Чтобы садить аккумуляторную батарею за 2 часа. Вот так, на мой взгляд, это спорное решение было бы. А вот процессор от компании MediaTek действительно заслуживает внимания. Да, он, можно сказать, не самый новый, да, он не самый мощный, но он достаточно неплохой. Второе, что мы получим, это, конечно же, достаточно интересный экран. AMOLED-экран, как мы знаем, на мой взгляд, предпочтительнее на данный момент тем, что он не так садит вашу аккумуляторную батарею, потому что темные участки дисплея не подсвечиваются. Конечно же, для глаз предпочтительнее IPS-экраны, но как есть. Но Android 12 с интерфейсом MIUI 13 также заслуживает внимания. Ну что же, ждем обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.